Привет, физкультурники! И сегодня мы снимаем видео, которое по-хорошему нужно было бы снять до прошлого видео. Вот, но я что-то немножко притормознул, и как получилось, так получилось. Но на самом деле оно нам не сильно мешает, это не важно. Но было бы, конечно, лучше перед. Почему? Потому что это все связано с нашим кором. Сейчас мы проходим несколько уроков про наш кор, да, как и что с ним делать. И так как в прошлое мы изучали все, что связано именно делать на полу или сидя, то есть или на полу, или на GHD, то следующие уроки уже начинаются, которые мы будем делать, это уже больше там на перекладине. И там, друзья, нужна такая вещь, как головый арч. И, может быть, некоторые из вас и знают, что это такое, но есть такие наверняка, что не уверены или не на 100% на эту тему закрыты, поэтому я хочу все-таки провести этот урок. Вот, и поэтому сегодня мы проговорим про головый арч. Но пока, друзья, как всегда, лайк, подписка, вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения. И, народ, погнали! Итак, друзья, что мы должны знать, прежде чем мы опускаемся на пол и отрабатываем головый арч на полу? Это в основном касается оло. Оло у нас есть две вещи, которые нужно и важно знать. Мацав, положение оло, это когда мы в форме бананы прогибаемся, поднимаем чуть руки, чуть ноги над полом. Так, для того, чтобы в это положение зайти, чтобы его было легче делать, мы должны сделать две вещи. Первое, наш таз мы должны провернуть назад, то есть чтобы выпятить чуть-чуть больше спину и вогнать вовнутрь живот. Это первое. Второе. Наш пресс прямую, наши кубики мы должны напрячь. Что мы должны сделать? Как мы их напрягаем? У нас есть соединена мышца сверху здесь и снизу здесь. Правильно? И для того, чтобы его напрячь, мы должны чуть-чуть согнуться. То есть напрягая мышцы, наше тело сгибается чуть-чуть. Для чего нам это нужно? Опять же, чтобы выпятить спину. Теперь, что мы делаем, друзья? Мы поворачиваем таз и прогибаем спину. И тогда наше тело принимает положение как банан, прогнутое чуть-чуть. Теперь поехали на пол и продолжим. Итак, друзья, оло. Мацав оло в гимнастике, особенно все, что касается также, не только, вообще все гимнастики, да, все, что касается пола, все, что касается перекладин, везде, оно очень сильно участвует и помогает нам в движениях. Вот. Кроме того, это само по себе еще хорошее движение, как статически качать наш кор. Очень классно, обязательно попробуйте, когда научитесь. Итак, у нас есть три положения голу. Level 1. Самый легкий, самый простой. Что мы делаем, друзья? Мы должны лечь на спину. Окей? Поднять колени вверх в положение. Это положение называется у нас так. Поднять колени в положение так. Окей? Теперь, что мы должны сделать? Так как у нас уже ноги подняты, нам таз практически не надо подворачивать назад, он у нас уже так вывернут. Все, что нам осталось здесь сделать, это напрячь нас живот для того, чтобы упереться спиной. То есть, вот видите, я лежу ровно. Как только я его напрягаю, у меня тут же спина, наш низ спины, поясница упирается в пол. Это то, что нужно сделать. И в этом положении руки вытянуть вперед и лопатки поднять от пола. То есть мы не лежим на лопатках, мы лопатки отрываем от пола. И в этом положении мы должны, напрягая живот, держать. Это называется самый легкий уровень, level 1. Окей? Те, кто, это достаточно простой уровень и достаточно легко им овладеть. Те, кто уже овладели этим уровнем и хотят продолжать дальше, друзья, делают следующее. Level 2. Level 2 это когда мы лежим, например, вот в положении первого уровня. Нам все, что нужно сделать, это выпрямить ноги. Но как только мы выпрямляем ноги, друзья, то, что происходит, это тут же поясница начинает отрываться, потому что таз распрямляется. Что нам нужно сделать, чтобы он не распрямлялся? То есть нам нужно его провернуть и еще больше напрячь живот для того, чтобы прижать его ближе к полу. Мне на самом деле с так самого... Ой, туда-сюда не очень удобно каждый раз лазить. Мне на самом деле с самого вот выхода така тяжелее это сделать. Поэтому и с руками вперед. Мне тяжелее придавить спину, ну так мне неудобно. Поэтому я сделаю уже это с пола. То есть мы ложимся, мы, друзья, подворачиваем таз, напрягаем живот и поднимаем ноги. Подняли ноги невысоко и пытаемся напрягом живота придавить как можно сильнее нашу поясницу к полу и руки выдвигаем здесь. И, как всегда, лопатки в воздухе и держим. О! Оказывается, разговаривать и делать одновременно это достаточно сложно. Итак, это второй уровень с руками впереди. Третий уровень и последний, самый сложный, это когда мы держим руки вверх. Но мы не просто держим руки вверх. Во-первых, руки должны продолжать наше тело. То есть они не поднимаются вверх,
не падают вниз, они должны идти ровно вверх. Во-вторых, наши плечи, они не просто так поднялись руки, все. Они активны, то есть мы всегда их тянем вверх к ушам, то есть мы вытягиваемся вперед, и при этом, друзья, мы не лежим ровно, а мы разводим лопатки, то есть мы не только спину округляем вот так, мы еще и округляем ее в ширину. Итак, как это все выглядит? Мы легли, окей, мацав олу, живот, таз, ноги, руки, и вот тут напрягаем очень сильно, руки тащим вперед, ноги, носки делаем поинт, вытягиваем и стараемся поясницей как можно сильнее вдавиться в землю. И тут удерживаем. Это называется мацав олу. Очень классное, очень хорошее упражнение. Очень важное в гимнастике упражнение, то оно много где используется. В следующем видео, когда мы будем разбирать на перекладине, вы это уже увидите. И вот. Есть еще всякие варианты олу, когда есть олу-рок, когда мы лежим и качаемся. Есть олу с удержанием веса в руках. Есть олу, когда можно прицепить сзади резинку и руки вперед, вверх, вперед, вниз, назад как бы двигать, да. С резинкой можно это делать с весом. То есть еще такие разнообразные вещи, которые еще больше работают на наш кор, еще тяжелее становится это упражнение. И оно в этом плане очень классно работает, как я сказал, на кор. И эти вариации только еще больше укрепляют наше тело. Очень хорошее упражнение, которое реально выгодно вставить в свой, так сказать, рацион тренировочный, да, в свою тренировочную программу, друзья. Это первое. Второе. Арч. Арч – это положение, но наоборот. В данном случае, когда мы делаем арч, уже больше работает именно низ спины и все мышцы спины. То есть, как оно выполняется. На самом деле, его даже выполнять немного сложнее, чем голову, в том плане, что намного тяжелее дышать, так как мы лежим на животе. Так, что мы должны сделать, друзья? Мы должны лечь, выпрямить ноги. Мы ноги поднимаем именно за счет ягодичных мышц над полом, мы их не складываем. Мы ровно поднимаем ноги. И потом руки также тянутся к ушам и поднимается грудь от пола. И мы лежим на животе. Вот в этом положении. Окей? Тоже хорошо работает как на кор, так и на заднюю цепь наших мышц спины. Окей? На заднюю цепь, на мышцы задней цепи, извиняюсь. Вот. При этом надо всегда помнить, ноги, они не просто поднимаются, друзья. Вы должны ноги держать вместе и тянуть вверх. То есть, по большому счету, как это проверяется, если человек подходит и пытается вам раздвинуть ноги, вы не должны ему допустить это сделать. То есть ноги надо сжимать, мышцы надо напрягать. То же самое с руками. Руки мы всегда толкаем вверх. То есть мы не просто вытянули их и подняли грудь, а мы всегда стараемся плечами еще больше завести как бы их за голову. Если человек приходит и нажимает вам на руки, они не должны падать, вы должны держать их. То есть это все должно напрягаться и работать. Это вот таких два движения. И я очень советую вам эти движения обязательно вставить в свой, как я сказал ранее, рацион тренировочный. Они очень хорошо работают на кор, они очень полезны в продолжении тренировок гимнастики. Особенно те ребята из вас, кто хочет либо делать просто какие-то гимнастические упражнения и в них продвигаться и прогрессировать, или вы просто занимаетесь кроссфитом и вам важно правильно делать тот же баттерфляй, те же выходы силой, и тот же просто подтягивание, ну вот баттерфляем или киппингом, неважно каким, да, то есть, извиняюсь, то есть все вот такие движения, очень много движений есть, которые, если у вас есть правильный и хороший оловый арч, вам очень-очень-очень помогут в будущем. Теперь я вам покажу сразу, чтобы у вас уже это было, олоу и арч на перекладине. Поехали. Итак, друзья, я вам сейчас покажу, как это делать на перекладине. Я тут посмотрел сбоку, чуть-чуть неудобно, надеюсь, будет видно. Но мне важно, чтобы вы видели, как должно двигаться тело вперед-назад, для того, чтобы делать это движение правильно. Окей, поэтому то, что не будет видно там моих рук или что это там, или чуть-чуть, может, тут вот эти перегородки будут чуть мешать, это не страшно. Главное, на что обратите внимание. Когда мы делаем, вначале я вам покажу вот на примере это так, да, потом чуть сбоку. То есть вы должны понимать, что чтобы сделать правильно олоу и арч, да, нам нужно уйти. Если мы говорим про арч, да, нам нужно, вот у нас есть середина, мы висим ровно, уйти плечами вперед, окей, для того, чтобы сделать олоу, нам надо уйти плечами назад. Причем, когда мы делаем это вперед и назад, мы не двигаем ноги, мы не закидываем ноги, мы работаем плечами. То есть наш плеч, это как будто у нас стоит палка в плечах, и мы, используя наш пресс и наш таз, мы уходим назад для олоу. И также
нашу спину или наши ягодичные для того, чтобы сделать арч и уйти назад. То есть представьте, что у меня в плечах стоит палка, да, я делаю арч для того, чтобы уйти вперед и назад, ровная позиция, да, и я делаю олу для того, чтобы уйти назад. Окей, то есть движение, все происходит, в общем-то, в плечах, все остальные мышцы, они как бы висят. Сейчас давайте посмотрим сбоку. Вот, друзья, то есть это выглядит таким образом. Работа прессом, работа спиной, плечи, которые двигают нас либо вот так вот вперед, либо назад, плечи двигаются по прямой. Мы не задираем ноги, ничего не подкидываем, двигаемся чисто корпусом и плавно. Итак, друзья, как вы могли заметить, может быть, кто-то из вас заметил, что в арч я ухожу достаточно меньше, чем в голу, потому что растяжка уже в плечах не та, потихоньку спадает, хотя я пытаюсь всегда растягиваться и все, но особенно когда медленно делаешь, тяжело, когда чуть быстрее, оно легче, но все равно, то есть вот у меня, видите, чуть хромает, я ухожу меньше вперед, но все-таки еще ухожу. Да, есть ребята, у которых растяжка лучше, они там прямо аж очень сильно так уходят вперед, и тогда это помогает им еще лучше делать какие-то элементы на перекладине. И надеюсь, было понятно, что это движение, два движения, которые очень нам важны в гимнастике. Поэтому я вам очень советую, друзья, отрабатывать их все время на полу. Вы можете включать это как работу пресса или вашего сердцевины вашего тела, то есть отработку кора. Вы можете это использовать и просто тренировать его на полу. Когда получится более-менее нормально уже держать на полу, вы можете это делать на перекладе. Также вы можете найти много всяких элементов, которые связаны с этим движением, именно для... То есть, как я вам говорил раньше, да, там, чтобы укреплять или чтобы какую-то нагрузку давать с резинками там, или с весами дополнительными. Тренируйте это движение, оно нам важно. И также тренируйте его очень правильно и четко на перекладине, оно нам тоже очень важно. В будущем оно вам просто поможет во всяких элементах на перекладине, на кольцах очень сильно. Так, друзья, на этом мы будем заканчивать. Сегодня было Olo the Arch. Обязательно включите его в свой рацион тренировочный. А на этом будем заканчивать, друзья. Лайк, подписка с вас, с меня на будущем видео. Да пребудет с вами сила, народ. Пока.